Всем привет, ребят! Добро пожаловать на Властелин колец с модом 2.0.2. Сегодня я для вас нашел потенциально топовый реплей. По крайней мере, в реплеях в арене там челы писали, что это шикарная игра. Ну и в ней играют проигроки из 2.0.2, так что это как бы еще прибавляет бонусов. Но прежде чем мы начнем, я, хочу вам кое-что рассказать. У меня есть наполеоновские планы проводить турниры по БФМЕ на постоянке. Я хочу сделать какое-то подобие киберспорта, хоть это, конечно, глупо звучит. Вот. Но есть одна проблема. У меня нет бабосов. А просить у вас бабосы постоянно, тоже как-то типа не очень звучит. Короче, я узнал, что стримерская платформа Kick платит бабосы стримерам, если у них есть партнерская программа. И вроде как ее получить не особо-то и сложно. Там надо, чтобы было 100 зрителей всего лишь. Но на постоянной основе. То есть у меня вроде больше зрителей. Короче, если вы хотите помочь, я оставляю ссылку на Kick. Я его сегодня сделал. Я буду рестримить туда. Подписывайтесь. Я там в комментариях оставлю ссылку. И смотрите стримы. Если мы наберем 100 человек, я получу партнерку. Турниры будут каждый месяц. По 2.0.2, по Энорату, лиги и так далее. Все, наныл. Теперь еще смотрим котика от подписчика. Надеюсь на вашу поддержку, ребят. Буду рекламить эту херню в каждом видосе. Итак, мы смотрим сегодня сражение Солоса, который играет за Ангмар. Солос, и это считается самым сильным игроком. И он еще и разработчик мода, если что. Против него, что за подвисание, играет Урби. Солос сейчас на 2-м месте рейтинга, Урби на 4-м месте рейтинга. Он играет за гоблинов. Так, ну, карта похожа на Броды, достаточно большая, но не настолько, чтобы прям душная была. Ну, в принципе, старт в 3 фермы, в 4 фермы может работать. То есть, ну, практически как в Энорате. Они предпочитают в 3 стартовать. Вот, тут старты более уверенные, чем у нас, потому что фермы дают по 25 монет, а не по 15, как у нас. Готовится 4-ю ставить. Так, поначалу я бы сказал, что Ангмар посильнее немножко, чем гоблины будет в начале игры. Но это не точно на самом деле. Потому что у гоблинов есть преимущество из-за яда, что делает их намного сильнее, чем они стоят. То есть отряд за 90 монет может очень сильно навалить по оркам, которые 200 стоят. Я ж прав? Да. Они бесплатные? Да. Но вряд ли один отряд гоблинов убьет отряд орков, так что такое. Но Солос тут как бы на стреме стоял, то ли готовился дефаться, то ли я не знаю что. Но они пробежали мимо. Просто разведочка, ставится 2-й барак здесь. Вот это весьма любопытно, почему именно здесь. Почему бы не поставить в одной точке, чтобы прям 100% задефать одну ферму. Я лично вот так предпочитаю делать. Разведывает Урби. Тут 2 пачки пришли, и 2 пачки их поджидают. Смогут ли они задефаться? Варчантик он прожал. Тут ошибочка небольшая. Но он в спину забегает. Еще 2 пачки. И еще одна высадилась. Офигеть, их много. Плюс он летучих мышей закинул. Очень грамотно сейчас Урби сыграл. Даже выглядит как будто ошибочка от Солоса. Хотя, возможно, он не хотел размениваться, а решил посражаться. Но у орков нет шансов против 4 пачек под летучими мышками. Солос пытается спасти один отряд. Побежали копейщики. Возможно, он будет крипить ими. Тут крипит пауков. Тут рабочий немножечко огребает, но они в основном покусали кирпичи в его тележке. Ничего такого. Ставит ферму. И Урби тоже решил закрепиться. А, стойте, я только сейчас обратил внимание, что он добивает отряд орков. Там 2-й левел призывателя был неплохо. Ставится паучатня, 3 барака у него. Тут тоже крипинг. Ну и забрал его боссы. Ага, тут нычка, аж 5 отрядов есть. Можно закрепить при помощи отвлечения, но он вместо этого предпочитает пойти в атаку. Очень много гоблинов.
Как-то их сейчас нужно встречать. Войск тут недостаточно. И еще и не повезло Солосу. Он мимо пробежал. Сейчас придется возвращаться, скорее всего. Ставится конюшня. Но у него supply блок. То есть он конницу не подведет сейчас. При всем желании. Всадники Рудаура очень сильны здесь. Но они дорого стоят. Там получается 500 монет один отряд стоит. Вот, они неплохо давят. Ну, в принципе, кстати, смотрите, он потерял ферму, но очень даже неплохо он задефался от такой-то орды гоблинов. Как будто бы это невыгодно для Урби. Солос еще и не потерял ни одного отряда. Если, конечно, я не пропустил ничего. Зато он потерял отряды здесь. Появились пауки. Пауков мы с вами уже видели, но я все равно буду напоминать для тех, кто новичок. Пауки тут более-менее универсальные. То есть они, конечно, дохнут сильно, особенно против лучников. Но они хороши в уроне против практически всего, что есть в игре. То есть они здания быстро бьют, по юнитам нормально дамажат. Если толпу пауков построить, прям они очень хороши. И на мой взгляд, они вообще имба, если честно. Я бы их понерфил. Ну, посмотрим, будет ли играть Урби в них. Ну, в большое количество, разумеется. Так-то он у них уже играет. И также он выходит в полутроллей мародеров. Ну, он увидел конницу, тут как бы логично. Тут волки. Волки примерно как пауки, но похуже. То есть они тоже универсальны. У них написано, что они против копейщиков, но по факту это не так. Они против всего хороши, но просто по статам они намного слабее, чем пауки. И паукам тоже проигрывают. Очень хочет Солос подавить. Кого-нибудь, еще один отряд пауков подъезжает. Еще летучие мыши. И гоблинам удается держать строй. Правда, у Солоса есть метатели, и он все равно выигрывает эту стычку. И вынужден Урби отводить своих пауков, иначе он все потеряет. Я бы с волками подрался. Да, он тоже захотел. Что дальше? Пока что больше не меняет тактику никоим образом. Ага, вот зачем он их строил. А я думал, что он против конницы будет. Но вот одна проблемка. Тут есть волки. А это потенциально снос этих мародеров. Да, вот чем волки хороши особенно, это прогрызанием копейщиков. Сейчас он попытается залезть, высаживает целую кучу пауков, и все. Они уже в порядке. Можно попытаться забрать крип. Тут Солос забирает крип варгов. Еще волки. 3 отряда призывателей чилят на базе, чего-то ждут. Призываются могильные ужасы. Или же умертвие, другими словами. И небольшие потери несет Урби. Теряет мародеров. Но в целом, мне кажется, что это слитый второй тир. Не особо-то он много получил. Как видим, у них время действия прям супер маленькое. Они очень скоро пропадут. Эту ферму можно было забрать и конницы, и без них. То есть он всего лишь один отряд забрал. Это плохо. Так, тем временем паучки бегают. Да, я уже вам говорил, они против лучников сильно огребают. Ну и, собственно, метатели тоже являются источником всех бед для них. Поэтому там сражаться нельзя было. Но если они добегут к лукарям в ближний бой, то проблем никаких не будет. Построились лучники. У лучников есть офигенная обилка, которая стреляет ядовитыми стрелами. Но кажется, что Солос продавливает все, что тут есть. Да, тяжеловато гоблину сражаться без копейщиков против кавалерии. Он пытается, он держит пауков здесь. Конница не может сквозь пауков проехать, но, увы, пауки не являются копейщиками, то есть они не дефают от кавы. Но, как видите, когда вот так мало лучников, то можно пауков поставить возле них, и конница их просто давить не сможет. То есть, ну, какой-то смысл в них есть, но в целом мне это не особо нравится. Тем не менее, он продолжает пушить.
Второй тир. Неплохо. Тролль подходит. У Солоса появился Халдар. Халдар тут такой, на мой взгляд, слабоватый герой, но на самом деле призывы тут очень сильно решают. Я играл против челика, он кидал в спину моей армии вот этих копейщиков его и стелил замороженную землю. И моя пачка с лидерками, со всем вот этим вот, просто умирала от этого. Я даже не понимал, как так. Каких-то жалких 2 отряда в спину начинают бить. В Энарате было такого не случилось. Так что его не стоит недооценивать. К тому же 5-й левел несложно качнуть. Оно улучшается вроде бы. На 5-м левеле всего 1 отряд, а потом то ли на 7-м, то ли на 9-м 2 будет. Так, тем временем 2 тролля у Урби. Я слегка удивлен, что он не использует их в качестве дубинщиков. Может быть, ради того, чтобы можно было потом бросать камни или бросать гоблинов. Я еще ни разу не видел, чтобы здесь кто-то пользовался этой фичей, хотя она хорошо работает. Но, как видим, что-то не пошла тактика у Урби. Он почти все потерял. Умудрился убить рабочего, конечно, но вынужден отступать. Прикрывает своих троллей. Тролли довольно быстро бегают, что круто. Снова пушит на миду. Еще паучки у него, еще тролли. Тут он метатель. Где они, где они? Я пока что не знаю, насколько они хороши в качестве метателей. У нас они, наоборот, используются в основном только в качестве метателей. Но тут тролли посильнее будут, чем у нас. Ага, он все-таки решил. Ну ладно, нормально тогда. Дубинщики тут очень даже нормально так накидывают. Видимо, из-за того, что много копейщиков, он решил не рисковать ими. Неплохо, неплохо. 3 тролля уже. А вроде бросок гоблина пугалка. Да. Я бы хотел это посмотреть. Насколько это выгодно. Очень много конницы. Гоблины эвакуируются. Ну, прикольно, что настолько хороший игрок, видя такое большое количество конницы, не строит копейщиков. Играет без этого. То есть это не тупость его. И это не челлендж. Он это сознательно делает. Я бы штамповал бы копья. И, кстати, можно еще строить мечников полутроллей, потому что они не давятся. Но количество конницы аж зашкаливает. Это чересчур много их. По идее, пауки их даже не выиграют, хотя я не уверен. Пауки против Кавы, но Кава с ними может сражаться. Что-то они тупят, кстати. Ладно, я был неправ. Как будто бы пауки их выигрывают легко. Так, он сделал дубинщика. Снова вызываются призраки. Да, с призраками не особо выгодно сражаться, потому что они вампируют в ближнем бою. То есть они, когда в толпу гоблинов залетают, их практически невозможно убить. Они каждой тычкой фулл хп себе восстанавливают. Поэтому он решил отступить. Не париться. У него построился позорный Азог. Кстати, еще тоже интересный момент. Меня некоторые 202-шники смотрят. Так вот, это вопрос к вам. Почему никто за гоблина и, наверное, за орков тоже не пытается реализовать ранние флаги? Они стоят так дешево. И выход в кузницу, ну тут у нас пещера дракона, или как она там называется, сокровищница, он тоже недорогой, 350 монет. Такое впечатление, что за эти 25 копеек можно прям очень сильно бустануть свою пачку, но никто этого не делает. Но в данной ситуации, если позорный Азог качнется, то он на 2-м левеле опыт заливает, и он даст всем уровень. Жесть, это был 3-й тир. Я уже вижу, что эту обилку понерфили. Раньше она, кроме этого эффекта, еще всех в призраков превращала. Ну, молодцы, что понерфили. Я считал ее по силе как 4-й тир. Мы даже на каком-то патче в Энарате скопировали эту обилку и поместили в 4-й тир. Но потом
удалили ее, потому что она никому не нравилась. Несмотря на это, Солос понес большие потери. Но ему удается увести аж 4 отряда призывателей. Немножко подождать, и все будет нормально для него. Снова вызываются дикари от Урби. Тут довольно-таки большой и успешный харас от Солоса. Очень много экономики будет убито. Но третий тир закидывается. Глубинный страж. Солос теряет очень много войск. Также продавливает этих призывных. Тролли очень сильно коцаны. Только один живой тролль, по сути. И появился Рогаш и украл единственного живого неискалеченного тролля. Не, ну это все. Урби нельзя играть в троллей. А Билка откатывается достаточно быстро, чтобы постоянно красть у него троллсов. То есть нужно выходить в великанов, а еще лучше в героев. Он выходит в Шеллоп. Хочется сказать, что Шеллоп здесь нереально толстый герой. Но вы скажете, Фэт, но она же умирает за секунду. Ну это просто она в копейщиков 2 раза въехала. Но в целом она очень много урона может впитать. И это хороший выбор. Но это лучший герой у гоблинов, я бы сказал. Дрогот хороший, но очень дорогой, поэтому такое его не часто увидишь. Ну у Дрогота тут обилка, как у нас у Смауга. То есть он этого огненного дракона запускает с 5 уровня. Здесь тоже довольно-таки мощно. Так, паучки загнулись. Как будто бы Урби большую ошибку допустил. Пока что он пушит, хотя тут тоже Солос пушит. Ну, смотрите, у Солоса тоже проблемы. У него очень много огрызков. Он сейчас их не отправляет на базу. То есть ошибки в контроле довольно-таки большие. Они же занимают очки командования. У него supply блок, считай. Ну, технически у него full предел населения. Но по факту у него supply блок, потому что у него нет этих войск. Это большая армия, которая на деле состоит из 5 коллег. Они все должны быть под крепой сейчас. Прокачался Халдар до призыва копейщиков. Урби начал играть в полутроллей мечников уже больше. Но ему еще предстоит как-то разбираться с Рогашем. Рогаш это просто жесть. Самый классный герой в игре Имха. Он лучше, чем король-чародей. У него всего 2 обилки, ну 3, но как бы если нет троллей у противника, то эта обилка бесполезна. У него всего 2 обилки, но они мега хороши. Он жирный, он бьет сплэшом, как видите, пусть и небольшим. У него на 4-м левеле прыжок. До 4-го левела очень легко качнуться, потому что он сплэшует. И на 7-м левеле у него Блейдмастер на 100-100, который еще и сплэш увеличивает. И это просто жесть. То есть этому герою больше ничего не нужно. Все вот эти 2 скилла дают все, что надо для победы. Тем временем Солос ключевуху 3-го левела умудрился поломать. Просто жесть. Вызываются призраки. А, там оказывается был Горкил. Окей, Горкил все-таки смог свалить. Горкил как раз таки нужен, чтобы убить Рогаша. Ну, Горкил и Шеллоп, но сперва нужно качаться. То есть Горкилу нужен 6-й уровень, он на Скорпионе сможет травануть очень сильно Рогаша. И у Шеллоп есть то же самое, кстати. Но аж на 7-м левеле. Так, появился Карш. Теперь, получается, Урби не может играть в троллей. И совсем немножечко пройдет времени, когда Карш качнется, он не сможет играть в гоблинов. Гоблины будут мгновенно умирать возле Карша. Нужны только полутролли. И появился король-чародей, то есть ситуация еще хуже теперь у него. Мне кажется, или там броня? Ага, он уже сделал почти фулл грейды, кроме огненных стрел. Но ему, получается, огненные стрелы нужно на паучьих наездников кидать, которых у него пока что нет. Ему деньги не позволяют, он теперь в полутроллей будет играть. Ну, прогоняет Солоса. 20 очков у Солоса. 15, ну 16 у Урби.
Закидывается паутинка. Но, мне кажется, они никого там не догонят все равно. Да, это бесполезно. Пока что он вынужден только дефаться, чтобы не рисковать. Нужно, чтобы Шеллоп восстановилась. Ну и обязательно качнуть Дюгоркила. Мне кажется, это прям такой ключевой момент этой фракции. У него две лидерки. Без него гоблин в лейте не тащит. Они еще и стачатся, по идее, да. Тотем тут забустили по радиусу. Он практически как земля. Такой большой радиус дает. Короче, выгодно очень. Не заметил ошибку Солоса. Можно было Халдара покоцать немножко. Также есть призыв дикарей. Их можно на голову кидать. Пробегает вниз. Закидывается заморозка. До сих пор бегает тролль там. А, это, наверное, новый. Окей, да, он захватил тролля из логова. Ну, все, Урби теряет тут войска. Тут неинтересно. Пытается сражаться здесь. Король-чародей получает очень много урона. Жаль, что я пропустил. Как? Кто его накоцал? Я не понимаю. Пытается он уехать. И ему это удается. Шеллоп не может догнать. Урби в печали наверняка сейчас. Но зато можно убить Карша. И он его убивает. Горкил прокачивает почти что 5-й уровень. Еще один уровень до жала остается. И Шеллоп еще и 4-й уровень качнула. У нее пугалка, которая дебафает и лидерки отрубает. Очень вкусно. Шикарнейший скилл. Конечно, вам нужны лучники, чтобы максимальный профит с него полутать. Ну, пока враги будут бегать, вы будете в них стрелять. Пол очка остается до 25-ки. Но это не факт, что он ее будет брать. Тут слабые 25-ки. Игроки предпочитают брать все призывы подряд и только потом выходить в новые тиры. Куча мародеров высадилась. Кидается за медло в Рогаша. Но лавина пытается его спасти. Ага, я понял, кто так покоцал. Походу тут паутина с каждым уровнем улучшается по урону, потому что Рогаш огреб очень сильно, и Горкил его убивает. Не знаю, зачем Соло скинул эту землю. Как будто бы она по героям особо не дамажит. Не, ну как бы, ну я вижу урон, но это неэффективно. Может, психанул. И в итоге Урби раскачивается так сильно, что у него как бы уже нет проблем с героями Ангмара. Неожиданно. Еще и Шеллоп, возможно, тут подкачается больше. А, вышка заруинила ей немного фарм. Ну, 5-й уровень круто, уже есть тоннель. Я не понимаю, почему у меня миссинги. Я с арены ставил. И на английском языке игра. Но у некоторых скиллов нет описания. Ой, Азок до Блейдмастера докачался. Так, вызывается глубинный страж. Это попытка убить Халтара. К сожалению, в 2.0.2 глубинный страж имеет Friendly Fire. То есть он такой не очень удобный. Но прям какая-то охота на героев Солоса. Ля, что же она творит? Закопочку использовала. Всячески пытается догнать Карша, но смертоносный ветер ей помешал. Использует пугалку. А что там, антистрах, что ли? Блин, это у меня не показывает только. А этот черт дает антистрах, скорее всего. Да блин. Не могу нажать. Нет. Хрен его знает, короче. Может, Маргомир дает. Не знаю, ребят. Или Карш. Карш дает. Да? Да, Карш дает. Все, я понял. Появился Балрог у Урби. Прям сильно пушит. Очень много урона по Рогашу. Снова убивают Рогаша. Прям как же он легко его забирает. Мне прям захотелось за гоблинов еще поучиться поиграть тут.
Так, ну и сейчас будет попытка посносить все боевые здания Солосу. У Солоса остается совсем чуть-чуть. Просто герои. И больше ничего. Не заметил Урби, что там заморозка прошла. Походу ему надо на оборонке ходить. И у него пламя Удуна закончилось. Не, ну Балрог, конечно, жесть, говно. Просто вонючий кусок говна. Такой слабый. Снес пару зданий и все. И один отряд. И сдох от... Что тут получается? 2 вышки и крепа. То есть от 3 вышек. Ну хз. Но тем не менее, атака все равно очень хорошая от Урби. Он много зданий поломает. Под крепы, конечно, Солос все равно будет подводить, но чуть-чуть медленнее. Потому что 2 барака только осталось. И еще и с этой стороны он харасит. Герои дальше качаются. Позорный Азок даст мародерку, когда будет 6 уровня, то есть скоро. Горкил может использовать жало. Теперь уже, правда, он что-то не хочет использовать Скорпиона. Может быть, боится напороться на копья и сдохнуть. Ну, он и так нормально дамажит. Жаль, тут описание не указывает, улучшается ли урон от паутины с уровнем. Мне очень любопытно. Можно снова вкинуть в отступающих героев. А в Халдара он закинул. И... Пугалку. Карша уже нет. Разбегались копейщики. Шелоп под угрозой. Закопочка. Нет. На аккуратничах уходит Солос. Не отдает своих героев. И Урби вынужден забирать здание. Ну, кстати, 3 уровень. Все равно выгодно разменялся. Также выживает его Азок. И вот это потенциально лучшая 25-ка в игре. Убивает войска, быстро сносит здание. Огромный сплэш. Ну, дамажит примерно как Балрог, но сплэш гигантский. То есть, ну, по сути, как вот дыхание Балрога. Только это каждый удар дыхания Балрога. Но крепо все равно не снесет. Все больше войск подходит. Шелоп покоится с миром. Рогыш уходит. Остается немного времени. Он не видит, что там сзади. Можно пристройки попытаться поджигать. Ага, он хочет забрать мастерскую. Тут грейды еще не все были сделаны. Ага, не отдает Солос. А, заморозка только на одно здание работает. Окей, никаких троллей. Зеленые тролли, это же типа копейщики, как стражи цитадели, ну примерно. Просто там есть еще один юнит хороший был потерян. Очень много всего потерял Солос. И ему еще предстоит докачаться до его 25-ки. Это задел на победу. Для Урби. 4-й левел. 7-й. Я почти уверен, что на 7-м она улучшается. Сейчас посмотрим. Тут написано... Вообще тут не написано, что он один отряд вызывает. Так что хз. Призываются призраки. Но я думаю, что тут полутроллей достаточно, чтобы их разбить. Может, он просто не хочет качать короля-чародея, пока у него нет героев. Но теперь уже количество полутроллей аж зашкаливает. Так, Горкил кидает жало. Ветер немножко подпортил, но кто-то травится. Я хрен его знает, кто из них. Я не успел посмотреть. Кажись, король-чародей как будто бы. Сейчас он его догонит. Ох. Солос мог бы на лошадь сесть, но затупил. Кидает клинок моргульский. Гоблины догоняют короля-чародея, и он погибает. Еще один моргульский клинок влетает в Горкила, но тут слишком много войск у Урби. Горкилу ничего не грозит, а вот Маргамир огребает.
появился Карш, эти гоблины умрут. Я удивлен, что он гоблинами заспамил, учитывая, что, ну, как бы Каршик. С 4-го левела он вроде достаточно быстро их травит. Да-да-да, посмотрите, посмотрите, они сами умирают чисто от его присутствия. Но у полутроллей слишком высокая броня, чтобы это работало. Они даже на агрессивке, как видите, не особо чувствуют это. Кидается снова чумная земля, или как это называется, Блайт. Блайт вроде чума переводится. Но полутролли просто уходят. Короче, какая-то такая херовая обилка, честно говоря. Только дешевые войска умирают. Горкил убивает Карша. Блин, вот это вот использование гоблинских героев выглядит так, будто одни имба какая-то. Как же он грамотно все это делает. Он просто не дает возможности Ангмару ничего сделать. Каждый раз, когда начинается стычка, влетает что-то типа паутины, либо в нашем случае уже жало. И кто-то сразу же дохнет у Ангмара. Кстати, сейчас ошибочка будет. Он явно не хочет бить крепу. При помощи шелла. Все. Получил леща Азог. Получил волков Горкил. И Шелоп отдается. Урби очень сильно заслакал. Там еще есть лавина. Ну, почти что есть. Эта пачка тоже сейчас умрет. Волк решил перекусить. А, окей, эта пачка не умрет. Он передумал. Он хочет снести что-то. Да, ну удачи ему это сделать. Волк говно. Волк, на мой взгляд, самая хреновая 25-ка в 2.0.2. Просто взгляните на это. Он просто конченый. Вспомните дракона, у которого в ближнем бою больше сплэша. И который здание за 2 тычки сносил. Сколько времени нужно волку, чтобы барак сломать? Ну, справедливости ради, он быстро бегает. Но окупает ли это его слабые статы, я даже не знаю. Кстати, может лавину сюда закинуть? На базе Солоса прям ужас. Но это как будто поражение. Я бы сдался. У него ничего не осталось. Он чисто по экономике уже не вывезет. Да, по сути, ему осталось только снести крепу как-то, катапультами или просто большую пачку накопить. Ну, Рогаша сперва убить. Не, у него достаточно войск, чтобы крепу сломать, имха. Но тут лавина прилетит, то есть он пока не может. Опа, сейчас будет жало. Видите, что происходит? Вот этот дурацкий подфайндинг юнитов, когда ты обилку кликаешь. То есть там надо было самому управлять, но он чем-то занят был, видимо. И в итоге забил болт. Вызываются паучки. Глубинный страж. Но это уже небольшой БМ. Он уже как бы показывает, что мне плевать на то, что я обилки на ветер выкидываю. Потому что я так сильно выигрываю. Минус Рогаш. И все, Солос понимает, что ловить ему уже здесь нечего. Спасибо большое за просмотр. Я надеюсь, что вам понравилось. Подписывайтесь, ставьте лайки. Не забудьте перейти на Кик. Всем пока.